Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы увидите результаты моей работы как блогера в течение последнего года. Здесь у меня в руках смартфоны, которые вы не увидите в этом топе. Почему? Потому что это Xiaomi 13 Pro, это у нас Vivo X90 Pro Plus. Все это новинки. Чем отличаются новинки? Правильно, в первую очередь это супер высокий ценник, а во вторую очередь мы пока не знаем, как они будут вести себя с обновлениями, мы не знаем, насколько упадет ценник, либо не упадет. Мы пока не уверены в том, что мы готовы выкладывать по 800 или 1000 долларов за смарт. Что же делать, если мы не готовы? Правильно, искать из того, что есть на рынке, что себя каким-то образом уже зарекомендовало и что является, разумеется, брендами первого эшелона. Сегодня вы увидите не 10, а фактически 15 смартфонов, которые я однозначно советую к покупке по результатам 2022 года. На сегодняшний момент это актуально. Почему? Потому что я без зазрения совести могу сказать, что бы вы ни выбрали, если вам это не понравится, вы легко сможете это дело продать. Это первое. А второе, все это бренды первого эшелона. Разумеется, здесь не будет никаких Lenovo, Motorola и подобных. Почему? Потому что все-таки это бренды третьего эшелона. Вам будут рассказывать, как необходимо будет устанавливать обновления через VPN, если это Lenovo. Вам будут рассказывать у Motorola, ну какая разница, там главное железки красивые. На все это у меня есть обзоры на канале. Но вопрос не в обзорах, вопрос в том, что вы специально смотрите топ для того, чтобы узнать мое мнение. Ваше мнение может, разумеется, отличаться. Сегодня мнение будет, еще раз повторяюсь, начиная от смартов за 10 тысяч рублей, заканчивая смартфонами за 70 тысяч. Практически все они будут выпущены в 2022 году. Пару смартфонов будет все-таки из конца 2021 года, но они все равно являются актуальными. Почему? Желательно выбирать смартфон 2022 года, я напоминаю, потому что есть такое слово поддержка. Поддержка безопасности, допустим, 5 лет, 4 года, и поддержка обновления Android, допустим, 3 года. И с момента выхода смартфона на рынок начинаете все это дело отсчитывать. Не с того момента, как вы его купили. В целом, я думаю, позицию я свою обозначил. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, мой личный телеграм-канал, где я постоянно постю фотографии, либо видео того, что я уже тестирую свеженькое до обзоров. Будем там общаться. Смотрим! Всем привет, вы на канале Польза.нет еще раз. И сегодня я представлю вам свой обновленный топ-10 смартфонов 2022 года из разных ценовых категорий. На мой взгляд, в данном топе я представлю вам краткие обзоры на смарты, однозначно заслуживающие внимания в уходящем 2022 году, а также, разумеется, в начале 2023 года. Да, некоторые ждут релиза, это Samsung 23 версии, новые OnePlus. Да, будет еще много новых премьер от других брендов, но именно на упомянутые мной в этом топе смартфоны сейчас установилась более-менее адекватная цена. Разумеется, на Xiaomi 13 Pro вчера был стрим прожарка, сегодня, скорее всего, будет еще и обзор на него. Разумеется, на Vivo X90 Pro Plus, но новинки будут всегда. Смартфоны из этого топа получили достаточно много исправлений с новыми прошивками, имеют на данный момент наилучшее соотношение цена-качество, плюс еще и допилены. Напомню всем, что каждый из называемых в данном топе смартфонов в обзоре есть на моем канале с отдельным примером работы микрофонов, камер, тестами в играх. Какие-то из них я еще и прожаривал на стримах, многочисленные примеры съемки в различных условиях. И если вам какой-то из этих смартфонов зашел, переходите в телеграм-канал по ссылке в описании, ищите в поиске примеры стоимости смартфона в течение года. В телеграм-канале скидок смотрите мои обзоры, смотрите комменты под обзорами, потому что очень часто пользователи со мной не согласны. Например, если я рассказываю о брендах Lenovo или Motorola. И примерно прикидывайте, стоит ли смартфон, который вы выбрали, своей цены. Есть ли смысл подождать очередной распродажи или все-таки взять новинку и повеселиться в числе первых. Но хватит лирических отступлений, полетели. 10-е место сегодняшнего топа занимает Realme Q5. Чистый китаец, в глобалке его нет. Этот смарт я поставил в топ по одной причине. Его можно было купить на распродаже несколько раз до 10 тысяч рублей. За эту цену он просто бесподобный, а его возможностей хватит большинству. К плюсам данного смартфона является 400 тысяч баллов в Antutu, частота обновления экранов 120 Гц, поддержка быстрой зарядки и неплохой за такой прайс процессор. Комплект стандартен для Realme. Защитный чехол, блок питания и наклеенная на стекло защитная пленка. Есть все для людей. Мини-джек тоже есть, за что отдельное спасибо. Сканер отпечатка пальцев в кнопке питания работает хорошо. Гибридный слот для сим-карт — это лучше, чем просто две симки, согласитесь? Можно и карту памяти запихать. Размеры стандартные для этого экрана. Смарт весит 190
695 граммов, 3 варианта расцветки на выбор: черная, белая и оранжевая. Тыльная часть из матового пластика, рамка тоже пластиковая. IPS-дисплей имеет размер 6,6 дюйма и разрешение 2412 на 1080 точек с плотностью пикселей 401 ppi. Пиковая яркость 600 нит, не самая яркая, но это же IPS. Хотя на солнце ее чуть-чуть не хватает, с чем я точно соглашусь. Частота обновления экрана 60, 120 Гц или автогерцовка. Частота дискретизации касаний 240 Гц и работает она хорошо. Автояркость работает отлично. Лицо пользователя смартфон распознает даже под углом. Внести для разблокировки данные можно только одного лица. У экрана есть режим защиты глаз, что хорошо. Процессор Qualcomm Snapdragon 695, графический процессор Adreno 619. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR4X, на выбор доступно 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память, судя по тестам, не выше, чем 2.2, и на выбор доступно 128 или 256 гигабайт. Не забываем про возможность расширить память за счет карты памяти. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G сети, а 4G поддержка есть только для 7-го бенда. В принципе, этого достаточно. 20-го здесь нет. В стоке есть запись разговоров без уведомления собеседника, есть VO LTE и VO Wi-Fi, Bluetooth версии 5.1 не самый последний. GPS-модуль может работать с 4 видами навигационных систем и имеет точность в городских условиях 3 метра. Стандартно для Qualcomm. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. В PC-марке показал время работы 10 часов 8 минут. И это при 120 Гц на максимальной яркости. Полностью от родного блока питания смарт заряжается за 52 минуты. Напомню, что все смартфоны бренда Realme имеют стандарт зарядки Super Dart Charge. Не теряйте ни кабель, ни зарядное устройство, если хотите пользоваться корректно работающей быстрой зарядкой. За полчаса просмотра YouTube смарт поедает 6% заряда. Это довольно много, с другой стороны за час 10. В играх смарт ведет себя более чем достойно, учитывая его стоимость. Результаты тестов доступны в отдельном обзоре, опять же по ссылке в описании. Сейчас на экране вы большинство этих спеков видите. Основной блок камер с тыльной стороны состоит из 3 камер и одной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей и 2 модуля по 2 мегапикселя, макромодуль и портретник. Видео основная камера пишет максимум в 1080p 30 fps. Фронталка на 16 мегапикселей, видео пишет в таком же максимальном разрешении. Минусы: микрофоны при видеозаписи работают не лучшим образом. Разъем USB Type-C версии 2.0. Звук у самого смартфона моно, к сожалению. Нет АК-порта, нет защиты от влаги, что неудивительно за эти деньги. Нет 20-го бенда в 4G. Вибро слабые и не настраиваемые. Нет модуля NFC, это приличный FL. Платить им сможете только через QR-коды. Нет беспроводной зарядки. IPS-экрану не хватает яркости на солнце, что естественно для этого типа экранов. Резюмирую, это рабочая лошадка, которая имеет стабильную оболочку и не глючит в большинстве игр и приложений. У него вылизанная оболочка и очень достойный ценник во время распродаж. Да, сейчас этот смарт стоит в районе 14 тысяч рублей, но все желающие могут дождаться ближайшего сейла. Аппарат своих денег стоит однозначно. При том, что, разумеется, вы можете поискать на Яме, на Авито и, в принципе, найти его, может быть, до 12, до 11 тысяч. Видите, как я сразу вам цены говорю? Вы же просили об этом. Не забудьте, что в описании к ролику есть ссылки на покупку в российском ритейле, на Али и ссылки на обзоры. И не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, где я скидываю свежие тесты новых смартфонов и общаюсь с вами лично. На 9-м месте моего топа я поставил Samsung S22 Ultra. Только не кидайтесь тапками, не отписывайтесь после этих слов. Объясняю свою позицию. На старте продаж данный смартфон стоил космических 150 тысяч рублей. Я за такой прайс покупал его для обзора. Притом еще и очередь была. То есть мне повезло, что я его тогда купил. Вы же помните Великую весну? А на последнем сейле 11.11 его можно было взять примерно за 67 тысяч рублей. Притом я даже видел за 58. И это без учета кэшбэка и прочих сервисов. Кто мне не верит, зайдите в телеграм-канал по ссылке в описании топа, убедитесь лично, либо прочитайте в комментариях под обзором. Там уже люди писали, что откуда такие цены. Потому что обзор висит долго, люди покупают через полгода и удивляются, почему в обзоре я называю суммы, от которых у них волосы дыбом встают. Я считаю, что Samsung является вторым брендом в мире по жадности после Apple. Настолько задирать ценник на старте продаж — это перебор и неуважение к людям, как минимум. С другой стороны, наверное, покупают те, у кого 50% скидки прямо от них. Но ладно, достаточно эмоций, давайте к смартфону. К плюсам его является, разумеется, штатный стилус в комплекте, и это уникальная штука, больше у флагманов ни у кого его нет. Стилус, который может делать довольно крутые вещи, и наличие влагозащиты, и целых 7 вариантов расцветки. Смартфон весит космических 228 граммов, что довольно много для 2022 года. Последняя версия защитного стекла Corning Gorilla Glass Victus Plus и с тыльной части смартфона. Разъем для зарядки и передачи данных имеет тип USB Type-C версии 3.2 Gen 1.
1, и это круто. Стереодинамики дают отличный звук, хоть и разговорный динамик выступает в роли основного. Влагозащита класса IP68 – это круто, конечно же. Экран водопад Dynamic AMOLED 2X с космическим разрешением 3088 на 1440 пикселей с поддержкой HDR10+, и хорошим размером в 6,8 дюйма. Плотность пикселей в 500 ppi – это просто космос. Пиковая яркость 1750 нит, и уже, да, есть больше, повторяюсь, на Xiaomi 13 Pro. Обзор у меня уже на канале, либо будет завтра, либо вы увидите его послезавтра, либо вчера был, и вот там уже 1900 нит. Частота обновления экрана 60 или 120 Гц, хотя, к слову, даже у Xiaomi самсунговские экраны. Биометрия работает без проблем, как отпечаток пальца, так и сканер лица. S Pen можно использовать как для заметок, так и для навигации по интерфейсу смартфона. Процессор Exynos 2220 показывает себя не лучше, чем Snap, установленные смарты для других рынков, к сожалению. Графический процессор Xclipse 920, оболочка One UI 5 и последняя версия Android 13 здесь уже есть. Это точно. Samsung на свои флагманы и не только на них предоставляют 5 лет обновлений безопасности и 4 года поддержки актуальных версий для Android, то есть 5 лет спокойно с ним проходите. Последняя версия оперативки LPDDR5 и внутренней памяти UFS 3.1, но есть уже UFS 4.0, опять же у Xiaomi, хотя они глобал пока еще не выпустили. В количестве 128, 256, 512 и 1 терабайта тоже соответствует званию флагмана. Есть поддержка сетей 5G. Для 4G сетей есть поддержка 7 и 20 бенда, Bluetooth версии 5.2, последний, напоминаю, 5.3, NFC-модуль в наличии, навигация с поддержкой 5 видов навигационных сетей и точностью позиционирования в 3 метра работает отлично. Повторяюсь, что это предел для Qualcomm. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и в PC-марке показывает всего 7 часов 33 минуты. Полностью от проводной зарядки на 45 Вт смарт зарядился за 1 час 30 минут. И это даже не смешно сегодня. Есть быстрая беспроводная зарядка на 15 Вт и реверсивная зарядка на 4,5 Вт. Реверсивной зарядкой можно зарядить свои наушники, например. Тротлинг-тест смартфон заваливает, посмотрите мой отдельный обзор. С камерами все хорошо, казалось бы. Основной модуль на 108 мегапикселей, ультраширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов, телевик на 10 мегапикселей с 10-кратным оптическим зумом и еще один телевик на те же 10 мегапикселей с 3-кратным оптическим зумом. По поводу мегапикселей, да, есть уже камеры на 200 мегапикселей, но достаточно посмотреть на то, как снимает та же Motorola с 2 сотнями, прослезиться, понять, что цифры не имеют значения и идти дальше выбирать смартфон. Максимальная запись видео доступна здесь в 8К 24 FPS. Есть также лазерная автофокусировка, фронталка на 40 мегапикселей максимально может снимать видео в 4К 60 FPS. И так могут, да, только Samsung, хорошо, и Яблоко. Всем остальным 4К 60 FPS на фронталке не особо интересны, либо работают они не особо хорошо. Минусов много. Казалось бы, в топовом смартфоне их и не должно быть, но нет, не бывает такого. Видео смарт снимает не самым лучшим образом, по мне, во всяком случае. Процессор, с которым смарт продается в России, тоже является минусом, как по мне. Запись разговоров в стоке отсутствует, что неудивительно, она есть только в китайских версиях смартфонов. Экран водопад я отнесу к минусам, кто бы чего не писал в комментариях. С другой стороны, Яблоко упорно делает без водопадов. Почему? Потому что удобно играть и печатать. Лично мне. Можете написать свое мнение в комментариях, может быть, вам и правда удобнее водопад. Комплект поставки просто неприлично скромный. Для смарта стоимостью свыше 150 тысяч рублей на старте продаж это было недопустимо. Максимальная мощность поддерживаемого зарядного устройства всего 45 Вт, и скорость зарядки есть в смартфонах второго эшелона. Я молчу про зарядки мощностью в 200 Вт и время зарядки в 15 минут до 100%. Нет поддержки карт памяти, нет мини-джека, нет АК-порта, нет DC-диминга. Видеть такой шим в топовом смартфоне от бренда, который, собственно, и производит эти экраны, это кошмар. Я настоятельно советую перед покупкой протестировать данный смарт в магазине, тем более они везде есть, притом вручную снизить яркость до минимальной и посмотреть на экран через пару минут, чтобы почувствовать всю боль. Или не почувствовать ее, если вы абсолютно невосприимчивы. Камеры поправили с обновлениями, но это ненормально исправлять баги уже купившим смартфон за немаленький прайс и ждать обнов. Ну и, конечно, цена. При более чем 2-кратной разнице цены на старте продаж и через полгода это возмутительно. Хотя это может быть рабочим лайфхаком подождать полгода и купить на распродаже по нормальной цене. Тот же как S22. Вообще цвет, блеск, красота, учитывая ценник на сейлах. Это как не очень богатые пользователи Apple выжидают пару-тройку лет и приобретают смартфон со словами: «А мне не нужны эти топовые характеристики, хорошие камеры последней модели». Но ведь они, мягко говоря, лукавят. Просто им жалко отдавать стоимость поддержанной машины за смартфон. И где-то они правы, но почему тогда не посмотреть на смартфоны других производителей? Лично я не понимаю. Но ладно, перейдем к следующему месту. На 8-м месте моего топа я поставил Asus Zenfone 9.
вопреки всему, несмотря ни на что, это единственный компакт мощный в 2022 году именно в таких размерах. А поставил я его на этом месте просто по той причине, что он один с флагманским железом. К плюсам его я отнесу наличие мини-джека, отличную внешку, огромное количество баллов в Antutu, Antutu AI, отличные фотоснимки, видео, возможность съемки в 4К на фронталку и защиту от влаги. Комплект хороший. Есть блок питания на скромные 30 Вт, ключ для сим-карт и отличный чехол. К сожалению, нет защитной пленки на стекле, жаль, но он моментально не царапается. Вспомним комплект предыдущего места за 150 тысяч на старте и обрадуемся хотя бы такому комплекту. Смарт супер компактный, по меркам 22 года весит всего 171 грамм. 4 варианта расцветки на выбор: бежевая, черная, бордовая и голубая. Тыльная часть похожа на стерку, как говорят. Рамка алюминиевая, маркая. Рядом с кнопкой питания расположена сенсорная область для более удобного использования одной рукой. В настройках на нее можно повесить разные команды. На двойное касание тыльной части смартфона можно повесить любое действие из представленных в настройках. Звук у смарта стерео, но в роли второго динамика выступает разговорный, так что здесь псевдо-стерео. Есть сертификация HRS Audio, Snapdragon Sound, OZ Audio для записи пространственного звука с шумоподавлением, водонепроницаемость IP68 на борту. К слову, я его уже топил в бассейне, и примеры съемки вы можете посмотреть на лайв-канале. В соленой воде топить его я, разумеется, не советую. В обзоре я его окунал, но снимал я уже в бассейне на него. AMOLED-дисплей от Samsung имеет размер 5,9 дюйма, разрешением 2400 на 1080 точек, есть поддержка DCI-P3, HDR10, HDR10+, матрица экрана абсолютно плоская, защищен экран стеклом Corning Gorilla Glass Victus, плотность пикселей 445 ppi, пиковая яркость 1100 нит. На солнце все видно хорошо, но хотелось бы большую яркость. Частота обновления экрана 60, 90 и 120 Гц или автогерцовка. Тач на скромные 240 Гц. Есть поддержка DC-диминга, но только при 60 Гц. Шим есть и в пике достигал 40%, что немало, но стандартно для дисплеев Samsung. Автояркость отрабатывает отлично. Always On дисплей есть полноценный, сканер отпечатков пальцев кнопки питания работает хорошо, но удивительно, что в компактный флагман встроили такой способ разблокировки. Лицо распознается без проблем даже под углом, подбородок внизу экрана не маленький, к сожалению. Процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, графический процессор Adreno 730. Оболочка Zen UI на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR5, на выбор есть версия с 8 или 16 гигабайтами. Внутренняя память на выбор 128 или 256 типа UFS 3.1. Есть поддержка Wi-Fi 6E, 5G сетей, а в 4G сетях есть 7 и 20 бенды. Микрофоны, как и датчик приближения, отрабатывает хорошо. Bluetooth версии 5.2, есть модуль NFC, так что с MRPM проблем не будет. GPS-тест показал точность 3 метра стандартно. Аккумулятор на скромные 4300 мАч, в PC-марке показал время работы 8 часов 39 минут. Но в моем реальном использовании смарт показал время работы экрана 3 часа 50 минут, что мало. Опять же, с другой стороны, я его гонял. Заряжается от родной зарядки за 1 час. Производительности смартфону хватает, яркость в играх не сбрасывает. Результаты тестов традиционно в отдельном обзоре по ссылке в описании, как и примеры работы камер. Основной блок с тыльной части состоит из 2 модулей и одной LED-вспышки. Основной сенсор от Sony IMX766 на 50 мегапикселей. Ультраширик тоже от Sony 12 мегапикселей. Видео смарт пишет максимум 8К от 24 FPS. Есть также 4К 60 FPS. Есть как оптический, так и цифровой зум. Есть 6-осевая гибридная система стабилизации видео. Фронталка также от Sony на 12 мегапикселей может снимать видео максимум в 4К 30 FPS. Есть много режимов для фото и видеосъемки. Качество съемки достойное. Минусы: хотелось бы защитную пленку на экран. Блок питания скромный, нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, нет ИК-порта, вибромотор меня расстроил, нет беспроводной зарядки, огромный подбородок, в меню все настолько мудрено сделано, что диву даешься, нет телевика среди модулей камер, а хотелось бы. DC-диминг есть только при 60 Гц экрана. На улице многим будет не хватать максимальной яркости экрана, как по мне. Время работы экрана маленькое, и цену смарта я тоже отнесу к минусам. Резюмирую, это отличный, компактный, производительный смартфон, но не за свои деньги. Если бы цена снизилась, допустим, до 30-30 тысяч рублей, это был бы топ. А вся боль, которую вы с ним получите, когда вы его купите, а вы, скорее всего, его, возможно, купите, если вам нужен Android Compact, должна нивелироваться ценой. Опять же, это мое мнение. На 7-м месте моего топа я поставлю Realme GT Neo 3, а точнее китайскую версию данного смарта. Есть еще глобальная версия, но она ровно на 10 тысяч рублей дороже на данный момент, да и вообще всегда. И глобалка абсолютно не стоит переплаты, как по мне. Плюсом данного смартфона я отнесу хорошую производительность, свежее железо, включая оперативную память LPDDR5, внутреннюю память UFS 3.1, довольно мощный процессор, тач на нереальные 1000 Гц и хороший набор камер за эту цену. На смарт завода наклеена неплохая защитная пленка, есть варианты смартфона с зарядкой на 80 Вт или на 150 Вт. Размеры стандартные, весит он 191 грамм, тыльная часть из стекла,
стекла, рамки алюминиевые, а экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Звук у смартфона стерео, есть поддержка Dolby Atmos, салазки прорезинены, AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма имеет разрешение 2412 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 394 ppi. Есть поддержка 100% расширенного цветового пространства DCI-P3, частота обновления экрана 60-120 Гц и автогерцовка. Есть функция DC-димминга, но только в режиме разработчика. Шим у экрана минимальный, Always On Display в наличии, полноценный, что радует. В сканер отпечатков пальцев в экране встроена функция измерения сердечного ритма, вдруг кому-то будет нужно в 2022 году. Распознавание лица срабатывает шустро, можно зарегистрировать данные только одного лица. Процессор MediaTek Dimensity 8100 5G, графический процессор Mali G610 MC6. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативки на выбор 8 или 12 гигабайт. Встроенной памяти может быть 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, также смарт поддерживает 5G сети одновременно с двух сим-карт, но в китайской версии смартфона есть только 7 бенд в 4G сетях. Есть запись разговоров собеседника и без уведомления о начале записи, разумеется, это же китайская версия смартфона. В глобале этого дела не будет. Вибро хорошего настраиваемая, Bluetooth последней версии 5.3, NFC-модуль на борту, можно устанавливать MirPay и платить картой. GPS-модуль с поддержкой 6 типов навигационных систем работает шустро, показывает точность в 1 метр. Опять же, стандартно для Mediatek. У Qualcomm это 3 метра, напоминаю. Аккумулятор емкостью 5000 мАч показал в PC-марке время автономной работы 8 часов 38 минут на максимальной яркости и 120 Гц экрана. И полностью заряжается смартфон за 37 минут. Довольно шустро, в отличие от Samsung, кстати. В играх смарт показал себя довольно неплохо. Все результаты, как и примеры работы камер, доступны в полноценном обзоре по ссылке в описании. Напоминаю, есть поддержка OTG, результаты тестов радуют. По камерам ситуация следующая. Основной модуль Sony IMX766 с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Вспышка двухцветная для более реалистичной цветопередачи на снимках. Видео смарт пишет максимум в 4К 60 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. Минусы: нет мини-джека, нет направленных микрофонов в районе основного блока камер, разъем USB Type-C версии 2.0 обидно, нет кастомного эквалайзера, нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки, нет 60 FPS на фронтальном модуле, как и у всех смартфонов от Realme. А жаль. Резюмируя, хорошее железо, отличное вылизанное ПО, приличная видеосъемка, играть довольно комфортно. За свою цену смартфон, даже без распродаж, очень достойный смартфон. Лично по мне. Я бы сказал, это лидер. Один из лидеров смартфонов до 20 тысяч рублей, хотя сейчас курс прыгнул и, скорее всего, все будет плохо с ценниками. Но не будем ориентироваться на драму, будем ориентироваться на те цены, за какие я брал и мои подписчики. На 6-м месте моего топа находится Xiaomi 12S Ultra. К плюсам данного смартфона я отнесу наличие влагозащиты IP68 и отличные камеры. Комплект хороший, есть и защитная пленка, и чехол, и блок питания. Габариты смарта довольно большие, весит смарт 228 граммов, что довольно много даже в 2022 году. Две расцветки на выбор, черная и серая. Тыльная часть смартфона сделана из эко-кожи, рамки алюминиевые. Есть и капорт, кому-то он может понадобиться. Лично я в повседневной эксплуатации им не пользуюсь. Два динамика с поддержкой Dolby Atmos дают хороший, но не флагманский стереозвук. AMOLED LTPO, изогнутый дисплей, имеет размер 6,732 дюйма. Разрешение 3200 на 1440 точек максимум. Покрыт он защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus последним. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision и технологии MEMC. Плотность пикселей космический 525 ppi. Хватит ее вам с головой, только от этого кум будет быстрее садиться. Пиковая яркость 1500 нит, на солнце ее хватит всем однозначно. Частота обновления экрана 90-60 Гц 120 и автогерцовка. Тач минимальный 240 Гц. Странно для флагмана, правда? Шим есть, но не максимальный. Always On Display есть полноценный. Сканер отпечатков пальцев в экране работает хорошо. Распознавание лица работает даже под углом. Внести данные можно до 2 лиц. Подбородок у экрана минимальный. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Графический процессор обвесом, как всегда, 730 Adreno. Оболочка MIUI 13 версии на базе Android 12, но, разумеется, уже новые скоро прилетят. Оперативная память LPDDR5 и есть версии на 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1. На выбор доступно 256 или 512 гигабайт, притом напоминаю, что есть уже UFS 4.0. Есть поддержка Wi-Fi 6 серии, сетей 5G, а 4G есть 7 бенд, что неплохо. Запись разговора собеседника без его уведомлений есть в стоке. Вибромотор хороший, но не топовый, как по мне. Bluetooth версии 5.2, есть модуль NFC для бесконтактной оплаты и ряда других применений. GPS-тест показал точность 3 метра в городских условиях, стандартно для Qualcomm. Аккумулятор имеет емкость 4860 мАч. В PC-марке показал время работы 7 часов 14 минут. И это все на максимальном разрешении яркости экрана и с динамической герцовкой.
Смарт поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводную зарядку на 50 Вт и реверсивную зарядку на 10 Вт. Полностью родной зарядкой на 67 Вт смарт заряжается за 47 минут. Не особо быстрый по нынешним меркам. Результаты тестов работу камер смотрите, опять же, повторяюсь, в полном обзоре. Основной блок камер с тыльной стороны состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Камеры настраивались совместно с брендом Leica, но, опять же, как многие говорят, Leica очень часто снег синим делает. Но не будем о грустном. Основной широкоугольный дюймовый сенсор Sony IMX989 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и автофокусировкой. Также есть сверхширик Sony IMX586 на 48 мегапикселей с углом обзора в 128 градусов и автофокусировкой. Телевик на 48 мегапикселей Sony IMX586 на 48 мегапикселей с оптостабом и стабилизацией Zoom EIS. Видео смарт может писать максимум 8К 24 FPS. Также есть поддержка записи 4К 60 FPS. Стандартная стабилизация работает даже в 8К, что круто. В стоке куча режимов видео и фотосъемки. Места для экспериментов достаточно. Фронталка на 32 мегапикселя может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS, и это фейл для флагмана. Стаб в 4К при 60 FPS работает хорошо. Сверхширик также показал себя достойно. Бликов при съемке действительно меньше, чем у других смартов. Минусы: нет мини-джека, оптический стабилизатор у основной камеры гремит при тряске смартфона, как погремушка. У китайской версии смарта есть только китайский и английский язык из коробки, русского нет, в отличие от бренда BBK. Разъем USB Type-C версии 2.0, для флагмана это недопустимо. Нет DC-диминга, я не нашел в настройках VO Wi-Fi и VO LTE, нет направленного микрофона, для фотофлагмана это существенный недостаток, как по мне. Блок питания скромный по нынешним меркам, фронталка у флагмана должна уметь больше, как по мне. Экран водопад лично мне не нравится. Резюмирую: отличный смартфон с влагозащитой, хорошим фото, отличными видеовозможностями, но назвать его флагманом я лично не могу. Кому понравился его дизайн и возможности, смотрите полноценный ролик по ссылке в описании. Разумеется, все смартфоны допиливаются с прошивками. По поводу 12S Ultra на момент издания обзора даже это все равно был лучший девайс по съемке среди Xiaomi, но сейчас лучше, разумеется, Xiaomi 13 Pro. Ultra, к слову, в глобалке все еще не появилась, и, возможно, 12S Ultra, о котором я сейчас говорил, и не появится в глобалке. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, написать топ-10 своих смартфонов, вдруг они у вас есть, в комментарии обсудим, и подписаться на мои телеграм-каналы взаимопомощи, скидок и личный телеграм-канал, где я постю результаты тестов. На 5-м месте моего топа расположен Google Pixel 7 Pro. Это смарт с эталонной версией Android, влагозащитой стандарта IP68, просто топовыми камерами, гарантированной долгосрочной программной поддержкой от Google, и у него приличная яркость экрана и отличная автономность. Но при этом в смартфоне Google упорно стоят фирменные процессоры Google Tensor, которые перегреваются при нагрузках в виде игр и бенчмарков, разумеется. Огромный шим тоже не выделяет смартфон в лучшую сторону, и, к слову, да, еще и от перегрева он может при съемке вырубиться. Комплект бедный. Смартфон, переходник с USB-A на USB-C, ключ для извлечения сим-карт, краткое руководство и кабель для зарядки. 3 варианта расцветки на выбор: белый, черный и серый. Габариты стандартные для такой диагонали экрана. Весит смартфон 212 граммов. Из отличий: это блок камер выделяется среди других производителей. Сборка хорошая, смарт очень скользкий. Разъем питания USB Type-C версии 3.2 Gen 2, что круто. Звук у смарта стерео, громкости лично мне слегка не хватает. Слот у смартфона рассчитан всего на одну физическую сим-карту, но можно еще добавить eSIM. Есть удобная фишка выполнения какой-то команды по тапу по тыльной части смартфона. LTPO OLED-дисплей размером 6,7 дюйма имеет разрешение 3120 на 1440 точек и закругленные края. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, есть поддержка HDR, плотность пикселей 512 ppi, пиковая яркость 1500 нит в режиме автояркость. На солнце все видно великолепно. Частота обновления экрана 120 Гц или автогерцовка. Тест на частоту дискретизации смарт прошел неплохо, но не топово. Шим у смарта не просто большой, а огромный. Так что чувствительным к шим людям этот смартфон противопоказан. Always On дисплей есть, полноценный, разумеется. Сканер отпечатков пальцев дисплея работает быстро и четко. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом. Процессор Google Tensor G2, сопроцессор безопасности Titan M2. Графический процессор Mali G710 MC10. Оперативная память LPDDR5, на выбор доступна только 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1, на выбор доступна 128, 256 или 512 ГБ. Есть поддержка VPN на базе Google One, но данная технология работает не во всех странах, и притом при оформлении тарифного плана от 2 ТБ в их фирменном хранилище. В России он не работает. Смарт понимает Wi-Fi 6E, топовый.
5G сети, а в 4G есть поддержка 7 и 20 бенда, что отлично. Вибромотор тактильно приятный, Bluetooth версии 5.2, не последний, NFC-модуль есть, так что оплата с MirPay работает. GPS-модуль имеет поддержку 4 типов навигационных систем и в городских условиях показывает плохую точность 6 метров. Одной из фишек смартфона является онлайн-перевод в мессенджерах. И это прям крутая штука и очень удобная. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, в PC-марке показал время автономной работы 11 часов 38 минут, что тоже нереально круто. Тест я проводил на 100% яркости при 120 Гц, но не на максимальном разрешении экрана. По моим тестам смарта хватит на 6 часов работы экрана свободно. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 30 Вт, быструю беспроводную зарядку стандарта Qi, яркость во время игр смарт не сбрасывает. Результаты тестов смотрите традиционно в отдельном обзоре, как и примеры работы камер. Кратко, смарт дико тротлит и нагревается. Основной блок камер состоит из 3 сенсоров, двойной LED вспышки и направленного микрофона. Основной широкоугольный модуль Octa PD Quad BIA на 50 мегапикселей, сверхширик на 12 с углом обзора в 125,8 градуса и автофокусом телеобъектив Quad BIA PD на 48 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом и 30-кратным масштабированием в режиме Super RES. Также есть датчик лазерной автофокусировки LDAF, спектральный датчик и датчик мерцания. Оптическая цифровая стабилизация на борту, видео смарт пишет максимум в 4К 60 FPS, фронталка на 10,8 мегапикселя пишет видео максимум в 4К 60 FPS. И угол обзора у него 92,8 градуса. Фокус у этого объектива фиксированный, режимов для фото и видеосъемки достаточно. Минусы: нет ЭК-порта, нет мини-джека, он скользкий, нет возможности расширить память с помощью карт памяти, в стоке он не идет с защитной пленкой, комплект поставки скромный, экран-водопад мешает полноценно пользоваться смартом, играть в частности. Да и печатать в мессенджерах удобно, но не всем. Лично мне не особо после прямых граней. Нет настроек баланса белого в дисплее, что странно. При записи видео в 4К 60 FPS смарт перегревается и вырубается в среднем через 4 минуты, иногда через 13, у кого-то он может прожить и 18 минут. Для большинства это, наверное, не критично, но мне это оказалось критично. Я хотел им пользоваться, но ввиду того, что я снимаю обзоры на смартфон, он мне не подходит. Экран довольно быстро царапается, цена смартфона не радует. Резюмирую, смартфон определенно не для любителей видеосъемки, как минимум в 4К. Потому что снимать что-то дольше 4-5 минут вы физически не сможете, он определенно не про игры и не про безопасность зрения для чувствительных к шуму людям. Но у него классная автономность, много прикольных фишек, его будут гарантированно поддерживать в течение 3 лет, и вы точно будете выделяться из толпы с этим смартфоном. Решать, как всегда, вам. Вообще, я понимаю пользователей Гугла, но не пользователей часов от Гугла, они ужасный обзор на канале. На 4-м месте моего топа Realme GT 2 Master Explorer Edition. Плюсом данного смарта я отнесу сенсорные триггеры, 1 000 000 баллов в Antutu, 3 миллиона баллов в Antutu AI, отличная автономность и наиболее флагманское железо. Это почти флагман. Но, конечно, в нем не обошлось без недостатков. Для вас может быть девайс волшебным, логично, вы его под свои предпочтения выбирали. Для меня волшебным девайс, который настроен только под рынок Китая, и у него не будет глобалки, не может быть. Почему? Потому что большинство пользователей не любят танцы с бубном. Но это лирика. Перейдем к смартфону. Комплект поставки стандартный для Realme. И чехол, и блок питания на приличные 100 Вт. И заводская защитная пленка есть в комплекте. К слову, даже у Vivo X90 Pro Plus блок питания на 80 Вт, а здесь на 100. Экран прямой, без водопадов, все как я люблю. Почему я Vivo вспоминаю? Потому что это тоже бренд BBK. Размеры смарта стандартные. Весит он 210 граммов, немало. 3 варианта расцветки. Это темно-зеленая, бежевая и белая. Тыльная часть выполнена из стекла с soft-touch покрытием. Рамка алюминиевая. Грани прямые, не режут и не натирают. Звук у смарта стерео, но разговорный динамик выступает в роли основного. Сенсорные триггеры на корпусе никак не обозначены, и в настройках смартфона я не нашел упоминания о них. Чтобы их активировать, нужно зайти в настройки игры, уже там включить. Использовать в игре их довольно удобно. Очень странно, что даже в рекламе их не было. Ими можно пользоваться даже через чехол, но чувствительность тогда, разумеется, снижается, что неудивительно. OLED-дисплей на 6,7 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 точек, процессор дисплея Pixelbox X7, есть поддержка 100% DCI-P3, HDR10+. Плотность пикселей 393 ppi, пиковая яркость в режиме автояркости 1500 нит. На солнце пользоваться смартфоном комфортно. Частота обновления экрана 60-120 Гц и автогерцовка. Частота дискретизации экрана 360 Гц и пиковое значение 1000 Гц. DC-димминг включается только в режиме разработчика. Без включения DC-димминга шим достигает 78%. Так что чувствительные к шим люди, обязательно включайте его в режиме разработчика. Все инструкции по входу
в данный режим есть в интернете. Автояркость работает прекрасно, Always On Display есть полноценный, сканер отпечатков пальцев в экране работает хорошо, но у меня он работал медленно. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица, процессор же Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Графический процессор Adreno 730, оболочка Realme UI на базе Android 12 версии 3.0. Но, скорее всего, уже прилетело что-то новое. Помним, что я обзоры делаю после того, как Smart вышел, а потом все это дело новое прилетает ему с оболочками. Соответственно, и какие-то тесты становятся лучше, и съемка иногда лучше, а иногда хуже. На борту также Qualcomm AI Engine Gen 7, оперативка LPDDR5X, на выбор есть версии 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1, на выбор 128 или 256 гигабайт, это маловато, правда. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей нам пока не нужных, а на 4G есть 7 и 20 бенды, так что беспокоиться жителям небольших городков и отдаленных местностей не о чем. Есть поддержка VO Wi-Fi, запись разговоров в стоке и без уведомления собеседника, разумеется, на борту. Почему? Потому что это китайская версия смарта, там никаких проблем с этим нет. Вибромоторчик тактильно приятный, Bluetooth версия 5.2, предпоследний. Есть модуль NFC, так что с оплатой картой МИР проблем не будет. GPS-модуль поддерживает работу с 5 различными системами навигации, имеет точность 3 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке показал время работы 8 часов 20 минут. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. С включенной в настройках функцией быстрой зарядки смарт от родного блока питания заряжается за 26 минут. Вот такой должна быть зарядка у флагманов. В играх смарт грелся, но не снижал яркости и вывозил все игры на максималках. Даже Genshin Impact и Diablo Immortal на 60 FPS. А это совсем не легкая игра. Также есть режим GT, который дополнительно оптимизирует смарт для игр и не только. Из датчиков доступны датчик приближения, акселерометр, гироскоп, компас, геомагнитный датчик, датчик отпечатков пальцев и датчик пульса. Результаты тестов отличные. Основной блок камер состоит из 3 модулей и двухцветной LED-вспышкой. Основной сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей с оптостабом, ультраширик на 50 мегапикселей с углом обзора в целых 150 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 4К 60 FPS, цифровая стабилизация также есть. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS, к сожалению. В стоке у смарта много режимов для фото и видеосъемки. Как с фото, так и с видео смарт справляется отлично. Примеры доступны в ролике по ссылке в описании. Минусы: нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, что обидно, нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет направленного микрофона, фронталка традиционно для Realme снимает не лучшим образом и с минимальным разрешением. Ну и отсутствие глобальной прошивки даже в перспективе и наличие китайских приложений в стоке кого-то может расстроить. Хотя русский язык в прошивке есть, в отличие от Xiaomi-тов, нет беспроводной зарядки и защиты от влаги, но это отличный аппарат с сенсорными триггерами, великолепной внешкой, топовым железом и приятным ценником. Он классный, если вы умеете читать и разбираться в формах, то это однозначно отличный вариант. Но помним, что любые обновления, даже когда вы настроите все оповещения с китайскими смартфонами, это проблема, настраивать оповещения, будут эти оповещения дропать, то есть вам заново будет нужно каждый раз, когда вы будете обновлять смартфон, конкретно этот точно, все настраивать под себя. Так что соизмеряйте риски, возможности и желания. Тройку лидеров сегодняшнего топа открывает Redmi K50 Gaming Edition, прародитель всего чего. У него множество братьев-близнецов, это Redmi K50 Pro, который был на канале, и Poco F4 GT, который вышел после линейки Redmi. Мы, разумеется, кстати, ждем Poco F5 после того, как вышел K60 и K60 Pro, правда? К плюсам данного смартфона я отнесу высокую частоту обновления экрана, допиленную оболочку, он отлично подходит для игр, видеосъемка с разрешением 4К 60 FPS и мощная начинка. Комплект стандартен для Xiaomi, есть и чехол, и защитная пленка на экране, и блок питания на 120 Вт, и Г-образный кабель USB Type-C, что очень удобно для игр. Размеры смарта стандартные, весит он немало, 213 граммов, 3 расцветки на выбор, черная, серая и голубая. Тыльная часть выполнена из матового стекла, рамки алюминиевые, дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Смарт имеет полноценный стереозвук довольно приличного качества, есть кастомный эквалайзер и сертификация HRS Audio Wireless. И К-порт есть, за что спасибо. Также на корпусе есть 2 всплывающих магнитных триггера. Триггеры механические, я их обожаю, такие штуки. Пишите, кстати, кому как, кому больше сенсорные триггеры нравятся, а кому металл. OLED-дисплей с сертификацией DisplayMate A+, имеет размер 6,67 дюйма. Разрешение 2400 на 1080 точек. Плотность пикселей 395 ppi, естественно, есть поддержка DCI-P3, HDR10+, и технологии MEMC. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, тач на 480 Гц, шим минимальный, автояркость работает прекрасно. Есть полноценный Always On Display, сканер отпечатков пальцев, кнопки питания работают шустро. Распознавание лица срабатывает даже под углом. Зарегистрировать биометрические данные можно до 2 лиц, что удобно. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8
Gen 1, не плюс, графический процессор Adreno 730, оболочка MIUI 13 на базе Android 12 версии, обновы точно уже прилетели. Опять же, на момент издания моего обзора было так. Оперативки доступны на выбор 8 или 12 гигабайт типа LPDDR5, внутренняя память UFS 3.1, и на выбор доступно 128 или 256 гигабайт. Смарт поддерживает Wi-Fi 6 Ultra, также есть поддержка 5G сетей, а в 4G сетях есть Band 7, 20 не завезли. Звучание при звонках отличное, микрофоны отрабатывают хорошо, вибромоторчик классный, настраиваемый Bluetooth версии 5.2, GPS показывает точность 3 метра, также есть модуль NFC, емкость аккумулятора 4700 мАч, в PC-марке Smart выдал 5 часов 11 минут работы при максимальной яркости и 120 Гц экрана. Заряжается он от родного адаптера питания в среднем за 19 минут, что просто космос. Играть в целом комфортно, но изредка проскакивают фризы. Smart тротлит, что печально. Результаты тестов и примеры работы камер смотрите в отдельном обзоре, либо сейчас быстренько глазами пробегитесь, потому что всегда все есть в графическом виде. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль Sony IMX686 на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро-модуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 4К 60 FPS. Есть цифровая стабилизация видео, фронталка также от Sony на 20 мегапикселей. Видео она может снимать максимум в 1080p 60 FPS. В стоке доступно большое количество различных режимов для съемки. Минусы: нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, что фейл, как по мне, нет мини-джека, что странно для игрового смарта, нет защиты от влаги. В настройках смарта нет DC-димминга, нет беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации камеры. Резюмирую, для игр, съемки видео этот смарт подойдет, и можно смело забыть о смене смарта на 3 года. В комплекте у него есть все, что необходимо. Оболочка допилена, железо свежее и довольно мощное. Игровые триггеры понравятся игроманам. Минусы есть, но за его цену, опять же, если ловить на скидках, это отличный смарт. На втором месте своего топа я поставил OnePlus 10T. Этот смартфон, который захейтили, наверное, все, включая и меня, с одной стороны. С другой стороны, на момент издания обзора, когда я его делал, была одна цена и была одна оболочка. Когда я его сделал, потом обновил, потом цена упала. Я стал смотреть на этот смартфон чуть-чуть по-другому. И я думаю, вы сейчас поймете почему. К плюсам данного смартфона я отнесу отличный экран, хорошую камеру и отличную оболочку. Комплект хорош. Блок питания комплектный на 160 Вт. Размеры смарта стандартные. Весит он 205 граммов. В продаже есть 2 цвета, черный и зеленый. Тыльные части выполнены из стекла, рамки пластиковые. Сборка отличная. Звук у смарта стерео, но не суперский, к сожалению. Fluid AMOLED дисплей имеет размер 6,7 дюйма, разрешение 2412 на 1080 точек, и покрыт он защитным стеклом Corning Gorilla Glass, версия стекла не указана. Дисплей поддерживает 100% DCI-P3, цветовую гамму HDR10+, на борту, плотность пикселей 394 ppi, пиковая яркость 950 нит. При прямом попадании света на экран ее может слегка не хватать. Но это сложно, это если вы там в пустыне где-нибудь или в Дубае. Частота обновления экрана 60 или 120 Гц, частота дискретизации касания, аппаратное обеспечение 360 Гц, программное 720. Но при тесте этого не видно от слова совсем. В настройках смарта есть очень много видов подстройки экрана под свои предпочтения, это радует. Шим есть и не маленький, так что чувствительные к нему люди должны попробовать найти его у кого-то, чтобы посмотреть перед покупкой, притом желательно долго. Посмотрите на цифры шим в отдельном обзоре по ссылке в описании, и все поймете сами. Always on Display есть и полноценный. Сканер отпечатков пальцев в экране работает хорошо. Лицо хозяина смарт узнает даже под углом. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, графический процессор Adreno 730. Для игр здесь установлен модуль HyperBoost. Интерфейс Oxygen OS на базе Android 12 версии работает шустро и без подвисаний. Оперативка LPDDR5 на выбор доступна 8, 12 и 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Смарт поддерживает функцию Always Alive для улучшения работы в режиме многозадачности. Он поддерживает Wi-Fi 6 серии, сетей 5G, а в сетях 4G есть 7 и 20 бенд, что хорошо. Звучание у смарта приемлемое, микрофоны, как и датчики приближения, отрабатывают хорошо. Вибромотор приятный, настраиваемый, Bluetooth версии 5.2, модуль NFC есть, так что с оплатой картами МИР проблем вообще никаких не возникнет. Бесконтактной оплатой. GPS-модуль работает с 6 разными навигационными системами и показал в тесте на точность 3 метра, стандартно. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик внешнего освещения, датчик мерцания, задний датчик световой температуры и электронный компас. Емкость аккумулятора 4800 мАч. PC-Mark Smart почему-то отказался проходить у меня. Полностью от родного блока питания Smart заряжается за 25 минут, что очень быстро. Тесты бенчмарка играх смотрите в отдельном обзоре. В Genshin Impact у меня проскакивали легкие фризы, в более легких играх дела обстояли лучше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX 766 на 50 мегапикселей, сверхширик на 8
мегапикселей с углом обзора в 119,9 градуса с фиксированным фокусом и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео на основную камеру Smart пишет максимум в 4К 60 FPS. Есть как оптическая, так и цифровая стабилизация, есть автофокусировка по нескольким точкам, PDAF, LAF и CAF. Режимов для фото и видеосъемки на борту более чем достаточно. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS, стандартно для корпорации BBK. Минусы: нет LTPO, нет мини-джека, нет стандартно для топовой линейки переключателей режимов звука, нет ЭК-порта, нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, что меня конкретно расстраивает, нет защиты от влаги, нет беспроводной зарядки. Резюмирую: довольно хороший экран, отличный внешний вид, неплохая съемка для фото и для видео. И удобная оболочка, которая делает этот смарт хорошим претендентом на покупку в 2022 году. Опять же, учитывая, как они скинули ценник. Читайте еще раз отзывы тех, кто купил, читайте отзывы тех, кто планирует купить, и вы поймете, что да, меня конкретно расстраивают материалы, я бы хотел как в 9 RT. Меня конкретно расстраивает, разумеется, ценник, который был в начале продаж. И вы можете 1000 раз говорить, что Oppo душит OnePlus, но посмотрите, сколько продали этих смартфонов и реальные отзывы пользователей. Его допилили, он уже очень даже хорош. Лидером сегодняшнего топа, кто бы мог подумать, я считаю iPhone 14 Pro. Притом, да, это тот смартфон, который у меня единственный за всю историю канала не выдержал теста на утопление. Но, опять же, неважно, кто что выдержал, я сравниваю плюсы и минусы и делаю выводы. Плюсы данного смартфона многие из вас, разумеется, уже знают. Но я должен их выделить. Лучшая видеосъемка на сегодняшний день лично для меня, лучший автофокус, лучший баланс белого. Я верю в DxO марку и остальным, но у всех свои критерии, и каждый по-своему проверяет. Все же зависит от точки отсчета. Вот для меня съемка у него лучшая. Просто обалденный экран, наличие влагозащиты, которая, к слову, не спасла конкретно мой экземпляр. Размеры у смарта стандартные, весит он 207 граммов, 4 расцветки на выбор, черная, белая, золотая и фиолетовая. Дизайн по сравнению с прошлой моделью почти не изменился. Основное отличие — это динамическая челка на экране. Выглядит она интереснее, чем прошлая версия, но если сравнивать вырез с фронталкой у Android устройств, то дырка просто космических размеров. Тыльная часть из матового стекла, рамка из нержавеющей стали. С фронта дисплей защищен керамическим экраном с олеофобным покрытием. Материалы топовые, сборка хорошая. Рамка моментально собирает отпечатки пальцев, звук смарта стерео, разговорный динамик выступает в роли основного, слот всего для одной сим-карты, плюс можно подключить до 2 eSIM. В версии для США слота по физические сим-карты просто нет, имейте в виду. С другой стороны, в китайской версии смартфона есть слот под 2 физические сим-карты, так что обращаем внимание на то, что вы планируете купить. Смарт оснащен Super Retina HDR OLED дисплеем размером 6,1 дюйма с разрешением 2556 на 1179 пикселей. Естественно, есть поддержка DCI-P3 HDR10. Матрица экрана абсолютно плоская, за что спасибо. Плотность пикселей 460 ppi, пиковая яркость до 2000 нит на солнце. Да-да-да, андроиды все еще не догнали, хотя уже вроде бы прошло прилично времени. Просто замечательно. Частота обновления экрана адаптивная до 120 Гц, показатели шим минимальный. Экран топовый, Always On Display на борту полноценный. Удивительно, но на 10 касаний одновременно экран у меня не откликается. Разблокировать смарт можно при помощи Face ID или кодом. Срабатывает она даже под углом, но не максимально хорошо. Я видел и более корректное распознавание лица. Но это мое субъективное мнение. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. В смарт установлен новый бионический чип A16, а также 5-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный процессор. Интерфейс iOS 16 версии. Оперативная память только на 6 гигабайт, внутренняя память на 128, 256 и 512 гигабайт и 1 терабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей нам не особо нужных, а в 4G сетях есть 7 и 20 бенды. Микрофоны отрабатывают отлично, датчик приближения, естественно, тоже. В стоке, разумеется, нет записи разговоров собеседника, VO LTE, VO Wi-Fi на борту, вибромоторчик тактильно приятный, но не настраиваемый. Bluetooth версии 5.3, NFC-модуль на борту, но смысла от них сейчас в РФ нет. GPS-модуль работает с 5 видами навигационных систем. Из датчиков на смарте есть Face ID, лидарный сканер, барометр, гироскоп, акселерометр, датчик приближения и двойные датчики освещенности. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч, смарт поддерживает проводную зарядку на 30 Вт, беспроводную зарядку MegaSafe до 15 Вт, стандарта Qi до 7,5 Вт. Полностью смарт заряжается за 1 час 30 минут, но яблочной зарядкой на 20 Вт, то есть он может быстрее. В игры смарт сильно сбрасывает яркость в несколько раз от максимальной уже через несколько минут. Может быть, у вас по-другому, напишите. Результаты тестов и примеры съемки смотрите в отдельном обзоре, как и на все смарты из топа. Основной блок камер с тыльной части состоит из нескольких модулей и одной LED-вспышки. Основной сенсор на 48 мегапикселей с оптостабом, сверхширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов, телефото на 12 мегапикселей с оптостабом и трехкратный объектив на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией. Запись видео доступна максимум в 4К 60 FPS. За 30 минут
минут съемки в 4К 60 FPS смарт пишет файл размером в 20 гигабайт, и при этом смарт нагревается до 50 градусов. В кинематографическом режиме запись ведется в максимум в 4К 30 FPS, как на фронталку, так и на основную камеру. Есть крутейший автофокус. В общем, по видеосъемке для меня это однозначный лидер. Режимов фото и видеосъемки много. Фронтальный сенсор на 12 мегапикселей с автофокусом снимать может максимум в 4К 60 FPS. И качество здесь отличное, и оно лучше, чем в 13 Pro. Минусы: смарт сбрасывает яркость в играх через 6-7 минут. У него ужасно скромный комплект. Если не сказать грубее, но на моем канале этого делать нельзя. Нет мата. Огромные рамки у экрана. Разъем старый Lightning. По скорости сравним с USB Type-C версии 2.0. Естественно, нет ЭК-порта, нет мини-джека. Возможности расширить память с помощью карт памяти тоже нет. Среди режимов видеосъемки нет двухоконного режима. Нет возможности поставить видеозапись на паузу. Защита от влаги у меня не работала 2 раза. Нельзя переключаться между сверхшириком и основным сенсором в 4К 60 FPS во время съемки. Samsung может. Бесполезная в РФ связь со спутниками, бесполезный в РФ модуль NFC. Резюмируя, это определенно смарт, заточенный под съемку. Режимов здесь, конечно, меньше, чем в Android устройствах, но есть что есть. Отрабатывает на ура. Если у вас есть предыдущая версия iPhone, то на эту переходить вообще смысла никакого нет. Но если вы занимаетесь мобильной видеосъемкой, то вариантов кроме iPhone у вас в принципе мало. Супер стабильным я его не назову с одной стороны, с другой стороны стабильность у него лучше, чем у Android устройств, которые я тестировал. И сейчас я кратко расскажу о 5 устройствах вне топа, которые я считаю еще лучше, чем эти 10, поэтому потерпите чуть-чуть. Получается топ-15, но вы поймете сейчас, о чем я. Первый — это Realme GT Neo 3T, а также его брат-близнец Realme Q5 Pro. Это два смартфона, построенные на одинаковой платформе. Основное различие: Realme Q5 Pro сделан исключительно для китайского рынка, а Realme GT Neo 3T — это глобальная версия. Китайские продавцы с AliExpress прошивают Realme Q5 Pro и прошивка от Realme GT Neo 3T, и честно предупреждают об этом покупателей в описании к лоту. У них одинаковый быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 870, и нет, это не флагман, потому что ему уже больше 2 лет, когда люди говорят, что «О, субфлагманский процессор, самый стабильный». Да, все хорошо, но железка-то не новая. UFS 3.1 внутренняя память, она хороша. Только у Realme Q5 Pro есть версии 6128, 8128, 8256, а у 3T на 6128 версии нет, либо я ее не видел просто в продаже. У обоих этих смартов полноценный комплект с защитной пленкой, блоком питания на 80 Вт и комплектным чехлом. Расцветки корпуса также одинаковые, желтая, белая и черная. Они имеют стандартные размеры и весят плюс-минус одинаково. Разница в 1 грамм. Стереозвук есть у обоих смартов, но разговорный динамик выступает в роли основного, так что стерео не максимально хорошее. У Realme Q5 в 4G сетях нет 20-го бенда, лучше, конечно, 3T в этом смысле, зато у Q5 Pro есть в стоке запись разговоров собеседника без уведомления, а в 3T нет. Также у Q5 Pro присутствуют некоторые неудаляемые китайские приложения, которых нет в 3T, но если с отсутствием записи разговоров можно смириться или установить сторонние приложения для их записи, то модуль NFC вы установить в смартфон уже не сможете никак. В этом плане у Realme Q5 Pro существенно огромный минус относительно 3T, потому что у 3T есть этот модуль, а у Q5 Pro нету. Я понимаю, что далеко не все пользуются оплатой смартфонов, но отрицать, что NFC нужен, глупо. Камеру обоих смартов снимают одинаково, как по мне, набор модулей одинаковый, и прошивки у них взаимозаменяемые. Если хотите, посмотрите отдельные обзоры. Минус: у обоих смартов нет поддержки карт памяти, и там разъем USB Type-C версии 2.0. Фронталка традиционно у бренда Realme слабовата. У обоих смартов нет ЭК-порта и мини-джека, нет защиты от пыли и влаги, нет беспроводной зарядки, а в итоге мы имеем отличные смарты. У них стабильная вылизанная оболочка и минимально отличная. Да, глобальная версия GT Neo 3T стоит на 10 тысяч дороже, но есть же наш любимый Али, где можно купить плюс-минус за 2000 рублей 3T по цене Q5 Pro. Еще один смарт вне моего топа, и он супер-мега цвет, блеск, красота. Если вы успели его купить в 2022 году, это самый сбалансированный смарт 2021 года OnePlus 9 RT. У него на декабрь 2022 года всего один минус. Он выпущен в 2021 году, и, соответственно, срок его поддержки производителя минус 1 год относительно OnePlus 10T. У него достаточно плюсов, у него есть работающий NFC, прошивка полностью на русском, направленный микрофон, что есть даже не у всех флагманских устройств. Не убрали даже фирменные переключатели режимов звука, что редкость для OnePlus. Стандартный для OnePlus комплект является маленькая радость для владельца. Это смарт-чехол приличного качества, защитная пленка и блок питания на 65 Вт. Размеры стандартные, весит 205 граммов, далеко не самый большой вес в 2022 году. Русский язык из коробки тоже стандартен для корпорации BBK, но отсутствует в смартах других больших корпораций, к примеру, Xiaomi. Стереозвук в смартфоне неплохого качества, практически полное отсутствие шин можно проверить по ссылке в описании, даже DC-диминг здесь не нужен. Довольно производительный Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки, прошивка ColorOS уже обновилась до Android 13 версии. Для любителей поиграть, разумеется, есть игровой режим. Китайские приложения удаляются без проблем, но самый большой плюс от этого смартфона в основном
основном модуле камер производства Sony. Это IMX766 с поддержкой оптической стабилизации. Она дает просто волшебные снимки плюс волшебное видео. Видеосъемка получается шикарной, если учитывая ценовой диапазон смартфона и дату его выхода. Минусы есть, как и у всех смартов. У него нет беспроводной зарядки, у него разъем USB Type-C версии 2.0, есть определенные проблемы по связи с компом, китайские приложения удаляются, Google Play устанавливается без проблем. И камера у данного смарта даже в 2022 году снимает по мне отлично. На смартфоне снято ограничение по съемке видео 4К 60 FPS, в отличие от некоторых собратьев. Напомню, что в Nord 2 они появились. Также нет беспроводной зарядки, что неудивительно. Нет поддержки карт памяти, но эту возможность нынче оставляют лишь для смартфонов нижнего ценового сегмента. Отличное ПО, практически идеальный модуль основной камеры. И последним смартфоном моего топа это Xiaomi 12T Pro. Это не флагман. Какие плюсы же данного смартфона? Я отвечу, это свежий смарт. Он умеет считывать пульс с помощью сканера отпечатков пальцев в экране, хотя это не только он умеет. У него достойное качество съемки, также он имеет основной сенсор на 200 мегапикселей. На секундочку, у него отменная автономность, в отличие от конкурентов, и отличная производительность. Да, он стоит в российской рознице неприлично много по сравнению с Али, но для многих это всего лишь возможность подержать смарт в руках перед покупкой. А где вы его потом купите, Авито, вот, допустим, завален просто, потому что народ закупился им по 33, по 34 тысячи рублей. Кто-то купил за 30 800, к слову, вместо смартфона мне тогда пришла кукла, но деньги мне вернули. Я заказывал его с Али. Второй раз я его заказывал за 38, он мне пришел, вот на него я сделал обзор. Сейчас на Авито его реально приобрести как раз примерно в этот ценник. Кроме двух физических сим-карт, можно подключить eSIM, что круто для среднебюджетника, русский язык в стоке, так что не знающим английский пугаться нечего. Это глобалка. Полноценная стерео смарта приличная. ИК-порт Xiaomi не выпиливает. Так почему же они убирают мини-джек? Ведь ИК-порт еще больше атовизм, как по мне. Нет ответа на этот вопрос. Может быть, потому что если у вас есть мини-джек, вероятность утопить смарт выше. Водонепроницаемость класса IP53 завезли, что уже маленькая победа. Пиковая яркость 900 нит, на солнце пользоваться можно. Самый производительный на сегодняшний день процессор среди этого ценового сегмента Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Понятно, что есть и новее уже, но это уже другая история. Gen 2, правда, волшебен. Самая свежая версия оперативки на тот момент, когда он был издан, сейчас уже нет. Все необходимые модули, включая Bluetooth, NFC, GPS, поддержка 6 различных навигационных систем, емкие аккумуляторы, быстрое время зарядки в 21 минуту штатным блоком питания на 120 Вт. Видео с основного модуля Smart пишет максимум в 8К 24 FPS, множество режимов в стоке. Минусы я вам озвучу. У этого смарта нет защиты от влаги, мини-джека нет, отличный прямой и черткий экран, это уже не минус, довольно мощная начинка, и смело его хватит на 3 года, я думаю, любителям Xiaomi точно. Разъем USB Type-C версии 2.0, к сожалению, я не имею влияния на производителей смартов, а так бы я заставил их всех перейти на более свежую версию. Отсутствие телефото модуля может тоже отпугнуть кого-то от покупки, но итоговые возможности смарта поражают. При наличии желания возможно урвать смарт по цене, указанной в моем телеграм-канале скидок во время распродаж. Это однозначно фаворит в моем топе. Ну, я думаю, позицию мою вы уже поняли. Никаких брендов третьего эшелона, Motorola, Lenovo, Infinix, Техно, не будем упоминать их в суе, разумеется, ни в каких топах не будет. Почему? Потому что я надеюсь, что если вы ко мне прислушаетесь, вы приобретете устройство и продолжите ко мне прислушиваться. Если вы купите какой-то другой бренд, и потом вдруг у вас появится в руках смартфон бренда, вы поймете разницу, даже если он будет низкого ценового сегмента. Вы поймете, что такое стабильная прошивка, и тоже будете меня смотреть. Так что выбор всегда за вами. Приходите на стримы, приходите в Телеграм, мы будем обсуждать, кому что нравится. Сколько людей, столько и мнений. Огромное спасибо за просмотр. Всем, кто оставит любой комментарий, больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Это мой итог 2022 года. Еще раз повторяюсь, да, я танцую от, наверное, слова выгода. Почему? Потому что если ты получаешь какой-то девайс, железку, и она тебе не нравится, намного легче ее продавать, если она на слуху, и тебе за нее не будет стыдно перед тем, кому ты ее продаешь. Если ты решишь приобрести что-то из третьего эшелона, когда ты будешь продавать, тебе должно быть стыдно, потому что после тебя человек будет мучиться. После этих смартфонов никто мучиться не будет. Всем девайсам из топа да, особенно тем, которые вне топа, если вы успели урвать их по выгодному ценнику. Добра и удачи вам, дорогие друзья!